Кто это? Вай, мама, кто это? Кто это? Вай, мама. Приветствую всех, друзья! Это вторая часть или продолжение изготовления кухонного гарнитура своими руками. И сначала хотелось бы показать вам, что было доделано. Итак, первое. Я сделал цоколь. Это полоса ДСП длиной 2,5 метра и высотой 9 сантиметров, выкрашенная белой краской. Крепится он с помощью специальных клипс, которые защелкиваются на ножках. Давайте я вам, наверное, сразу буду озвучивать стоимость всех комплектующих по порядку. И в конце подведем итоговую стоимость. Итак, клипсы 5 рублей за штуку. Их мне понадобилось 6 штук. Еще я закрыл пространство фасадом между стеной и корпусом мойки, сделав в нем пропил с помощью электролобзика, чтобы обойти трубу отопления. Для того, чтобы закрепить фасад, я использовал два обрезка ДСП. Скрутил их между собой под 90 градусов, к одному прикрутил фасад с помощью саморезов, а после всю эту конструкцию соединил с корпусом мойки мебельными стяжками. А теперь перейдем непосредственно к навесным шкафам. Значит, имеется вот такой чертежик. Тут все размеры основные, по которым я делал. Если кому надо, посмотрите. Значит, делаю гарнитуры из старой мебели. Разобрал несколько старых шкафов, распиливал их на заготовки по чертежу. Напилил я их быстро, за один вечер, так как после изготовления нижних корпусов уже появился кое-какой опыт и представление о том, что и как лучше сделать. Старался сделать все аккуратно и симметрично относительно нижних корпусов. По изготовлению корпусов и фасадов ничего нового, так же как и с нижними. После раскройки фасады прогнал на фрезерном столе, снял фаску толевочной фрезой радиусом скругления 5 мм. Также было решено установить светодиодную подсветку. Для этого на фрезере было выбрано углубление и подсветильники в нижних полках навесных шкафов. Делал это в первый раз. Особо опыта и представления, как это правильно делать, не имею. Под проводку для подключения светильников выбрал паз ручным фрезером. При сборке это потом все скроется. Далее все детали шпаклевались, так как ДСП не новое и имеет множество сколов, отверстий от фурнитуры. Ну и естественно сами кромки всех деталей. После следует зачистка. Надо подготовить детали к покраске. Зачищаю мелкой наждачной бумагой, использую шлейф-машинку. Но в некоторых случаях приходится и вручную, чтобы не снять лишнего. После того, как все детали готовы к покраске, я размечаю их и делаю отверстия под фурнитуру, то есть для крепления ручек, петель, газовых упоров. Делаю все это непосредственно перед покраской, чтобы потом не повредить лакокрасочное покрытие. Крашу я автомобильными красками. Первый этап — это грунтовка, так сказать, сделать базовое покрытие всех деталей. Ушло на всю кухню 2 банки грунтовки. Большая банка на 2 килограмма стоимостью 460 рублей и маленькая банка на 1 килограмм 320 рублей. Белой краской ушло 3 банки по 800 рублей за штуку. Также в комплекте 3 отвердителя по 200 рублей. Оранжевой краски у меня ушло всего полбанки на нижние фасады.
Ее стоимость тоже банки 800 рублей. И растворителя на всю кухню у меня ушло на 360 рублей. Значит, по покраске я сделаю отдельное видео, более подробно. Ссылочка будет в описании, как появится видео. Или можно перейти на канал и найти его там. Также в прошлом видео я интересовался у вас, в каком цвете вы видите верхние корпуса. И многие откликнулись в комментариях. Спасибо вам большое, было очень интересно узнать ваше мнение. Ну и после покрасочных работ все детали сохли и выветривались еще неделю, чтобы при транспортировке и сборке не повредить лакокрасочное покрытие, так как свою твердость они будут набирать еще в течение месяца при естественной сушке. Ну и непосредственно сборка и монтаж корпусов. Собираю я их на евровинты. На всю кухню у меня ушло примерно 100 штук. Стоимость их 2 рубля за штуку. Евровинты — это самый простой и быстрый способ собрать мебель. Да, не всегда, конечно, эстетически красиво это выглядит. Например, на боковых панелях мебели можно наблюдать шляпки евровинтов, скрепляющих мебель. Но их можно замаскировать пластиковыми заглушками в цвет корпуса. При сборке корпусов устанавливаю светодиодные светильники. Прокладываю по предварительно выфрезерованным пазам проводку. Сборка корпусов хоть и выглядит просто, но занимает также немало времени. Для того, чтобы вывесить корпуса, к стене по уровню прикрепил шину для навесов. Стоимость ее 230 рублей за штуку. Она идет 2-метровая, но и также у меня еще был полметровый кусок в запасе, так что в итоге мне хватило. Корпуса вывешивал на стеновые навесы, 115 рублей за штуку, по 2 штуки на каждый корпус. Они имеют регулировку в 2 плоскостях, с помощью которых можно легко и просто, идеально ровно вывесить все шкафы в одну линию. Когда все корпуса уже оказались на шине и были выставлены по уровню, я соединил их с помощью мебельных стяжек. Далее остается установить фасады на петли по заранее размеченным отверстиям. На горизонтальные дверцы устанавливаю газовые упоры и прикрепляю ручки. Малый отсек у меня остается без ручки. Он открывается с помощью нажатия на фасад. В соседний большой корпус устанавливаю сушилку для посуды на 800 мм. Стоимость сушилки 1500 рублей. Сушилка хромированная, из 2 зон. Внизу я установил часть, где будут располагаться тарелки, а вверху разместилась часть для кружек. У каждой имеется свой поддон для сбора влаги. Также еще был вариант взять сушилку из нержавеющей стали, но на тот момент сушилки из нержавейки не было, и стоимость его в 2 раза больше.
В общем, вот такая кухня получилась. Ну и также цены по нижним корпусам в общем. Столешница 1100 рублей за метр погонный. Брали 3 метра. Мойка 4700 рублей. Смеситель 1300 рублей. Направляющие для выдвижных ящиков вышли в 2200. Ножки для корпусов 25 рублей за штуку. Ну и сами можете сделать для себя выводы по стоимости, по затратам. Кто хочет, тот сделает, если у кого есть желание. Как вы считаете, выгодно это или нет? Мое время прошу вас не считать, это мое личное. Делаю это в свободное время, а то мне постоянно в комментариях пишут, переводят мое личное время в деньги. Кто этим зарабатывает, тот пусть и считает время. Для меня это хобби, отвлечение, это основной проблем, развлечения, так сказать. Ну и все. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Всем удачи и пока. Girl, you crystal, El Shanton